Всем привет! Добро пожаловать на канал Капитана Казановы. Сегодня мы продолжим цикл гайдов по Hell Let Loose. Тема ролика сегодня – роль инженера. Инженер – это член отряда, который в прямом смысле может выковать победу. Данный боец на поле боя решает несколько задач. Первое – укрепление экономики. Установка источников ресурсов для командира страны. Второе – строительство фортификаций и минирование. Третье – уничтожение бронетехники врага и живой силы противника. Четвертое – ремонт союзной техники. Условно инженеров в зависимости от раскладки можно разделить на строителя и подрывника. Нужно отметить в начале видео, что установка источников ресурсов, они же качалки, они же ноды, ключевая и самая важная задача инженера. Источники ресурсов необходимо устанавливать в самом начале игры, для того, чтобы они принесли как можно больше ресурсов, и командир мог чаще использовать способности. Если ты играешь на консоли и хочешь научиться играть эффективно за другие роли, то вступай в наш клан 9 мая. Ссылку ты найдешь в описании к этому видео. Посмотрим на раскладки инженера. Соединенные Штаты. Первая раскладка. Карабин М1. Разводной ключ для установки чертежей. Молоток для стройки. Горелка для починки техники, 2 противопехотные и 1 противотанковая мина. Эта раскладка открыта по умолчанию. Вторая раскладка. Дробовик М97, 2 противопехотные мины, 2 дыма, взрыв-пакет, молоток. На мой взгляд, лучшая раскладка инженера среди всех фракций. И вообще, одна из лучших раскладок в игре. Открывается на 3-м уровне роли инженера. Третья раскладка. Пистолет-пулемет М3 Гризган. Разводной ключ, молоток, 2 ударные гранаты, 2 дыма, горелка. Эта раскладка открывается на 6-м уровне роли. Германия. Первая раскладка Кар-98К. Разводной ключ, молоток, горелка, 2 противопехотные и 1 противотанковая мина. Вторая раскладка пистолет-пулемет МП-40. 2 противопехотные мины, 2 дыма, взрыв-пакет, молоток. Очень хорошая раскладка. Высокая плотность огня плюс взрыв-пакет. Советский Союз. Первая раскладка винтовка Мосина образца 1891 года. Разводной ключ, молоток, горелка, 2 противопехотные и 1 противотанковая мина. Вторая раскладка винтовка Мосина образца 1891 года. 2 противопехотные мины, 2 дыма, взрыв-пакет, молоток, дымовые гранаты. Британия. Первая раскладка винтовка Ли Энфилд 1914. Разводной ключ, молоток, горелка, 2 противопехотные и 1 противотанковая мина. Вторая раскладка Ли Энфилд номер 5. Джангл карабин. 2 противопехотные мины, 2 дымовые гранаты, взрыв-пакет, молоток. Третья раскладка пистолет-пулемет Ланчестер, разводной ключ, молоток, 2 ударные, 2 дымовые гранаты, горелка. Также у каждого бойца есть 2 бинта для оказания первой помощи, нож или лопата, в зависимости от фракции, для ближнего боя. Теперь поговорим об экономике игры и о том, как на нее влияет инженер. Всего существует 3 вида ресурсов в игре. Первый – боеприпасы. Используются для вызова разведки, сброса припасов, бомбардировок. Второе – личный состав для вызова воздушного десанта, усиления точки, увеличения выработки ресурсов от качалок. Третье – топливо. Вызов танков, джипов, траков, полутраков. Для установки источника ресурсов потребуются припасы. Одна качалка стоит 50 единиц. Для установки полной пачки нодов понадобится 150 припасов. Напомню, что припасы можно получить 3 способами. Первое – саппорт, 50 единиц. Второе – сброс на парашюте, 100 единиц. Третье – supply truck, 2 коробки по 150 единиц припасов. Идеальное расположение для качалок – это штаб. Для размещения на штабе потребуется или 3 саппорта, которые сбросят припасы, или, если вы играете в режиме наступления и находитесь в защите, сбросить припасы можно будет из supply трака,
но при условии, что вы находитесь не в той же линии, где и последняя точка защиты. На видео отмечена зона, где будет доступен сброс припасов, а где нет. А еще, если вы находитесь в атаке, а командир стороны оперативно сбросил вам supply track, то есть шанс разбросать припасы, пока не занята первая точка атаки. То есть пока технически вы находитесь в красной зоне. Подробнее я расскажу о самом популярном виде установки качалок. Хватаем supply track на штабе и едем до границы 2-3 линии. На подъезде к 3-й линии нажимаем нужную кнопку, и как только появится характерный звук сброса припасов, останавливаемся. Далее необходимо вернуться во 2-ю линию и именно на ней разместить чертежи качалок. Напомню, что радиус действия припасов 50 метров. А так как вы разместили припасы из трака, вам хватит на установку полного комплекта. Важная особенность, о которой надо знать. Расстояние между качалками 50 метров друг от друга. Поэтому, если вы едете в одном траке 2 инженерами, скиньте второй ящик минимум через 50 метров от первого. Почему же ноды необходимо установить именно во 2-й линии? Все просто. Если точка защиты, находящаяся в 3-й линии, упадет, а ноды были в 3-й линии, то они просто будут уничтожены. Также старайтесь устанавливать качалки вдали от точек защиты. Если последняя точка находится на западе, постарайтесь возвести качалки на востоке и так далее. Это сохранит ценный источник ресурсов от снятия врагом. Почему качалки необходимо устанавливать в начале игры и почему это важно именно для вас? Все просто. Источники ресурсов дают пассивный прирост опыта, который вы получаете и для прокачки общего уровня, и для прокачки уровня роли. То есть, если вы установили качалки, а потом всю игру играли за автоматчика, весь опыт за добытые ресурсы получит не инженер, а именно автоматчик. Это важная особенность, которая поможет вам быстрее раскачать пехотные роли. Используйте это. Инженер играет не только на команду, но и на самого себя. Озвучу, что всего на карте может быть установлено 9 источников ресурсов. По 3 пехотного снаряжения, личного состава и топлива. Один инженер может возвести максимум 3 качалки. То есть у вас не получится в соло, набросав припасов, установить все качалки на карте. Еще расскажу, как разместить качалки на штабе в соло без помощи товарищей приблизительно за 6 минут. Заходите в отряд, берете роль поддержки, сбрасываете припасы. Перебрасываетесь, берете роль инженера. В первую очередь устанавливаете палатку личного состава. Это очень важно, так как палатка личного состава ускоряет кулдаун любых ящиков ровно в 2 раза. Стандартный откат любой коробки 5 минут. Если зайти в желтую зону действия палатки личного состава, откат займет 2,5 минуты. После того, как вы отстучали палатку, снова переброска на роль поддержки. Дожидаемся отката припасов, сбрасываем их, переброска на инженера. Размещаем оба оставшихся чертежа. Стучим при этом любой. Но перед тем, как останется 1-2 удара, второй источник доводим до такого же состояния. Перебрасываемся на роль поддержки, появляемся на штабе, сбрасываем последнюю коробку и отстукиваем последнюю качалку. Нужно знать, что размещенные чертежи не вечны. Размещенный чертеж любой постройки живет ровно 3 минуты. Теперь поговорим о фортификациях и минах. Инженер каждой из сторон может возвести ряд типовых защитных укреплений. Среди них 4 колючие проволоки, каждая стоит 10 припасов. Колючая проволока блокирует проход пехоты. Итого на постройку 40 припасов. 4 баррикады. Каждая баррикада имеет 3 уровня улучшений. Установка первого уровня стоит 25 припасов. Улучшение второго уровня 50. Третий уровень улучшения стоит 75. Итого 150 припасов для полной постройки одной баррикады или 600 для всех. Бункер 1 штука. Также имеет 3 уровня улучшений. Первый уровень стоит 75, второй 125, третий уровень стоит 150. Итого 350 припасов для возведения. Ремонтная станция 1 штука, стоит 50 припасов. Немецкий инженер может дополнительно возвести бельгийские ворота, 2 штуки. Одна стоит 30 единиц припасов. Итого 60 припасов для возведения. США и Британия могут установить противотанковые ежи, по 3 штуки. Один стоит 25 припасов. Итого 75 припасов для возведения. А вот для Советов способов защиты от танков не завезли.
Инженер этой фракции не может установить подобной фортификации. Что касается размещения на поле боя, то, как правило, фортификации возводят в режиме наступления за команду защиты. Наиболее подходящая для застройки чаще всего вторая точка, так как туда быстрее всего можно привести ресурсы. А ресурсов надо много. Чтобы возвести все фортификации одним инженером без качалок, за Штаты и Британию потребуется 1115 единиц припасов, за Германию 1100, за СССР 1040. Это 4 ходки суплай-трака. Как правило, при застройке точки гарнизоны прячут в бункер. Расскажу, как это сделать. Инженер устанавливает чертеж бункера и возводит первое улучшение. После этого офицер устанавливает гарнизон в бункер, далее команда возводит все оставшиеся ступени. На выходе вы получаете гарик, защищенный мощной фортификацией. Из рекомендаций выставляйте колючую проволоку так, чтобы она мешала сопернику войти в опорный пункт. И ни в коем случае не стоит перекрывать ходы внутри триггера колючей проволокой, тем самым вы сделаете хуже собственной команде. Баррикады и бункер возводите на самых опасных местах, откуда потенциально будет заходить противник. Из баррикад старайтесь строить стены, за которыми в относительной безопасности можно будет перемещаться внутри опорного пункта. При установке колючей проволоки и баррикад пользуйтесь опцией прилипания. Она подсвечивает чертеж синим. Это позволит расставлять укрепления и колючки без пробелов. Ремонтную станцию устанавливайте в последнюю очередь, рядом с танками, которые приедут в опорный пункт поддерживать пехоту. Установленные ранее фортификации, а также фортификации врага, инженер может снять вручную. Для этого вам необходимо подойти к условной баррикаде с разводным ключом в руках и нажать соответствующую кнопку. Время демонтажа 30 секунд. Что касается мин, одновременно на карте может быть установлено не более 6 противопехотных мин и не более 4 противотанковых. Если выйти за этот лимит, то мина, которая была установлена раньше всех, исчезнет. Противопехотные мины устанавливайте в закрытых пространствах, на входах в дома, на тропинках подхода противника. Если есть брешь в колючей проволоке, то поставьте мину туда. Кстати, противопехотные мины имеют радиус взрыва 3-5 метров, поэтому не надо ставить две мины вблизи друг от друга, так как обе сдетонируют, но уничтожен будет только один пехотинец. А еще надо знать, что если рядом с противопехотной миной поставить противотанковую, после активации противопехотной мины произойдет детонация противотанковой мины, и урон, нанесенный, будет значимо выше, и есть шанс задеть или уничтожить нескольких противников разом. Противотанковые мины расставляйте на главных дорогах, ведущих от штаба к полю боя, на местах, откуда могут заехать танки. После того, как все ноды установлены, а фортификации возведены, переходим к самой интересной части игры за инженера. Инженер, начиная с 3-го уровня, является носителем самого ультимативного оружия в игре. Это подрывной пакет, она же сачель или сачелька. Почему ультимативная? Потому что в отличие от любого другого типа оружия, взрыв сачели уничтожает все в радиусе 25 метров. Сачелька уничтожает бронетехнику и автомобили, пехоту, гарнизоны, аванпосты, а также все фортификации, которые возвела вражеская команда. Это очень удобно, когда вы не можете пройти хорошо укрепленную точку противника. Ставится взрыв-пакет, ждем 30 секунд, заходим на точку противника через огромную 50-метровую брешь. Также хороший пример использования взрыв-пакета – это минирование домов. Противник занял несколько этажей здания? Не беда. Зайдите на первый этаж, прикрепите сачельный потолок, через 30 секунд узнайте, сколько человек было в доме, проверив свою статистику. Разместить сачель можно на 30 секунд по умолчанию, на 60 секунд и на 120 секунд. На 120 секунд стоит использовать, например, при отступлении с точки, которую вы только что обороняли. Противник будет ждать неприятный сюрприз. 4-я глава нашего рассказа – ремонт техники. Инженер может отремонтировать технику двумя способами. Первый простой, с помощью горелки, которая есть на 1-й и 3-х раскладках. Вы достаете этот инструмент из инвентаря, подходите к поврежденной технике вплотную, зажимаете кнопку огня, процесс ремонта запущен. Удерживайте кнопку огня до того момента, пока танк не будет отремонтирован на 100%. Второй – с помощью постройки ремонтной станции. Но для этого вам потребуется боец поддержки, так как станция стоит 50 ресурсов.
При таком виде ремонта нужно помнить, что разводной ключ есть только на первой и на третьей раскладке роли инженера. Вообще будьте внимательны. Если заметили союзный танк, который подбит, не проходите мимо. Подойдите и почините. Танковый экипаж останется внутри и будет по-прежнему эффективной боевой единицей, так как им не придется покидать боевую машину для ремонта. На этом у меня сегодня все. Если тебе понравился гайд и ты хочешь увидеть руководство и на остальные роли, то поставь лайк и подпишись на канал. Также на канале уже есть гайд на роль офицера. Ссылку на него ты увидишь в правом верхнем углу экрана. Посмотри, если еще не видел. А еще дай знать в комментариях, какую именно роль ты хотел бы увидеть в следующем гайде. Встретимся на поле боя. Всем удачи, всем пока!